Итак, лекция номер 8 в нашем курсе, посвященном качеству программного обеспечения. Мы, как неоднократно говорилось, на каждой лекции пытаемся взглянуть на качество программного кода с разных точек зрения. И делаем мы это через призму метрик, через призму цифровизации нашего качества, приведения его к одной или иногда нескольким цифрам. Как я это уже и говорил много раз, я так думаю, вы уже понимаете, мы это делаем не для того, чтобы иметь в руках цифру и ее кому-то доложить, а для того, чтобы с помощью этой цифры мы могли бы управлять процессом разработки программного обеспечения. Мы должны с вами понимать, что программисты, мы с вами, существа достаточно ленивые, неаккуратные, неточные, неграмотные зачастую. И если их не заставлять, если не применять определенные механизмы контроля и, может быть, даже наказания зачастую за ошибки, за некачественное программирование, то мы будем получать, скорее всего, снижение качества и потерю контроля над качеством, и в итоге дефекты, которые будут попадать конечным клиентам. От качества программного кода напрямую зависит качество продукта. А нужно понимать разницу между качеством программного кода и качеством продукта. Качество продукта измеряется количеством дефектов, которые видит пользователь этого продукта. А качество программного кода измеряется вот теми метриками, которые мы с вами на этих лекциях и говорим. То есть программный код может работать, у него может быть высокое качество продукта, он может выполнять свои функции, и клиент может быть доволен, он может не видеть никаких функциональных ошибок, но при этом качество кода может страдать, качество кода может быть низким. Код написан неаккуратно, небрежно, непонятно, запутанно, его сложно изменять и так далее. То есть эти два качества, они о разном, они друг с другом зачастую связаны, но не обязательно. Вполне можно увидеть продукты, я думаю, в индустрии этого много, когда качество программного продукта высокое, когда продукт работает и проблем не вызывает, или серьезных проблем не вызывает. Но если посмотреть на то, что там происходит внутри, и как он написан, какого качества там, собственно, код, и как легко его понять программисту, то вы увидите, что совсем не так все там хорошо, как казалось, когда мы смотрели на его функционал. И наоборот бывает. Бывает, что программный продукт написан очень хорошо, красиво, в нем стройный дизайн, в нем правильная архитектура классов, правильно структурирован код, в нем большое количество юнит-тестов, но при этом функциональность продукта, она клиента не удовлетворяет. Хотя я такие случаи видел редко или даже скорее не видел. Я предполагаю, что они существуют, но, наверное, это будет больше связано с ситуациями, когда мы сделали для пользователя не то, что он ожидал. То есть мы сделали продукт, который функционально работает, он выполняет свои функции, но это все-таки не то, не те функции, которые хотел клиент, чтобы продукт наш выполнял. Такие ситуации бывают. Но, наверное, представить себе ситуацию, в которой мы сделали то, что хотел клиент, и при этом у нас высокое качество программного кода, и при этом большое количество дефектов с продуктом, наверное, эта ситуация маловероятна. Поэтому, раз мы это, видимо, понимаем, то мы хотим это качество повышать. И вот мы на предыдущей лекции мы говорили о такой метрике, которая называется cohesion. Называется это по-русски связывание. Я разобрался, как будет по-русски. Называется cohesion — это связывание, а coupling — это зацепление. Вот такие два перевода я на Википедии нашел. Значит, будем называть cohesion связыванием. Он больше всего ложится, этот русский термин, в семантику этого английского термина. И вот это связывание мы обсуждали на прошлой лекции через призму метрики, которую мы помним, она называлась LCOM. Это была первая метрика, которую предложили. Сегодня мы обсудим еще две метрики, которые предложили после LCOM, этого. Две метрики, они немножко по-другому смотрят на cohesion, пытаются этот cohesion посчитать. Я вам говорил в прошлый раз, что cohesion метрика такая очень благодатная для разного рода формул, для появления разного рода формул. И их несколько десятков, их существует несколько десятков формул, по которым можно посчитать cohesion, и каждая из них имеет
право на существование. И многие из них друг другу противоречат. Тоже обсуждали это в прошлый раз, что можно посчитать cohesion одной формулой, а потом другой формулой, и получить диаметрально противоположный сигнал. Можно увидеть, что одна формула говорит о том, что класс очень некачественно структурирован, а эта метрика, она о дизайне класса. И другая метрика, другая цифра, другая формула говорит о том, что этот класс очень качественно структурирован. Вот как найти некий баланс между ними, это вопрос, на мой взгляд, до сих пор остается открытым. Начнем мы с немножко до того, как мы перейдем к метрике. Я вам хотел сказать про вот такую книгу, которую написали два автора. Один из которых это Ларри Константин. Я так и не знаю, как правильно его произносить. Этот автор, это соавтор той статьи, которую написали три автора. Мы его обсуждали в прошлый раз и в позапрошлый. Они ее написали в 1974 году, как вы помните. А эта книга вышла в 1979, то есть 3 года позже. И у нее появился новый автор, Эдвард Йордан, к сожалению, уже покойный. В этой книге они, эти два автора, один из предыдущей оригинальной статьи, второй к нему, видимо, присоединившийся, они ту же концепцию Structured Design, как мы помните из прошлой лекции, они ее расширили и рассказали о ней подробнее. Получилась целая книга. Эту книгу, безусловно, тоже рекомендую прочитать. И в ней уделяется внимание cohesion, безусловно, так же, как и каплингу. И вот такую цитату мне хотелось бы вам прокомментировать. Они говорят, что cohesion это, они ее называют... Они его или ее называют, эту метрику, эту идею, называют цементом, который держит вместе все элементы внутри модуля. То есть модуль, в котором есть компоненты, и эти компоненты должны каким-то образом между собой соединяться и быть, как считаются, склеены. Они должны быть нужны друг другу. Мы обсуждали, что такое cohesion. Это идея, которая это принцип, который ожидает от программиста наличия некой связки между элементами любого программного модуля. Логической связки, либо временной связки, либо какой-то принципиальной связки, мы тоже это обсуждали. И вот они здесь говорят интересную вещь, которую мы сегодня обсудим. Они говорят о том, что этот cohesion является индикатором close approximation of inherent problem structure. То есть есть некая проблема в реальном мире, которую мы в программном коде модулируем. Допустим, у вас в реальном мире есть банковский счет, на котором хранятся деньги клиента. Вот эту парадигму, эту entity из реального мира, мы ее должны смодулировать, ее поведение внутри программного кода. И это называется проблемный домен, домен проблемы, та территория, в которой находится банковский счет. Называется домен или территория, или домен, или область решения проблемы. И есть область implementation, то есть то, где мы решаем эту проблему. Такие две принципиальные области, которые вы, наверное, об этом могли слышать, если вы знакомы с Domain Driven Design. Это значительно позже появившаяся идея, чем эта книга, в которой, в общем-то, наверное, очевидная вещь, но она закрепляется в такой вот терминологии, где говорится, что существует problem domain, то есть место, где, собственно, наш банковский счет, вот он там с деньгами, он находится как-то. Это некая сущность в домене проблемы. И существует домен implementation. И в implementation domain у нас есть какой-то условно класс, который называется ACC, например, account. Вот эти две сущности из двух миров, они должны между собой быть связаны. То есть одна, та, которая слева, должна быть аппроксимацией или абстракцией, или аппроксимацией той сущности, которая находится справа. И вот чем она лучше аппроксимирует, чем она лучше приближается к сущности, которая находится справа, чем она точнее передает ее свойства, чем она точнее нам описывает, какова же сущность справа в проблемном домене, тем более cohesive, тем более связанный будет модуль в программном коде.
То есть, если вы не знаете, о чем говорит ваш класс, или кого он представляет, или абстракцией чего он является в программном, в домене проблем, тем хуже он будет написан, тем хуже он будет структурирован, тем больше в нем будет элементов, которые между собой не связаны. И мы на прошлой лекции смотрели примеры, где у нас был utility классы. Это, наверное, яркий пример того, когда программисты вообще никак не связывают блок кода с сущностью в домене проблем. String utils — это просто класс, в котором лежат некие утилиты, некие утилитные методы, которые помогают другим классам выполнять какие-то функции. Но нельзя сказать, что из домена проблем класс string utils соответствует чему-либо. Он ничему не соответствует. Такой сущности в домене проблем не существует вообще. И вот они об этом говорят, что чем ближе вы, чем точнее у вас эта связь, тем вам будет лучше. Книгу, безусловно, рекомендую почитать. Ну и теперь переходим, собственно, к этой метрике нашей, которую мы хотим разобрать. Значит, метрика была предложена двумя учеными. На картинке, на фотографии слева первый из них, из университета Колорадо в 1995 году. Мы тоже это обсуждали, что метрики, которые стали измерять coupling and cohesion, в основном cohesion, стали появляться с появлением объектно-ориентированных систем. То есть, когда люди стали структурировать свой код через классы и методы, которые внутри классов, появилось что измерять. Появились сущности, объекты и методы, которые можно было измерять. И самые разные метрики стали появляться. И cohesion, и coupling, и всевозможные другие, которые мы тоже с вами разберем. То есть мы можем быть благодарны объектно-ориентированному программированию, что оно предложило миру такую некую достаточно понятную, простую концепцию разбиения, структурирования кода на компоненты. Идея структурирования, она была и раньше. В статье 1974 года, за 20 лет до появления этой метрики, эти ребята предложили structured design. Они сказали, что нужно структурировать. Но как структурировать, тогда еще было толком непонятно. Были процедуры, безусловно, были некие группы кода. Конечно, код не писали в виде одного длинного листинга. Писали, конечно, блоками и разделяли на процедуры. Но внутри процедуры ничего не было. Конечно, можно было процедуры сложить в некие модули. Ну, безусловно, была какая-то структурность. Я, наверное, здесь не совсем точно описываю, как это происходило. Конечно, был не темное средневековье, а потом вдруг произошло появление объектно-ориентированного дизайна, и мы наконец-то... Но что-то похожее на это. Сначала было как-то все темновато и было непонятно, а объекты нам дали эту возможность. Значит, что они предложили? Они предложили две метрики, которые эти обе метрики опираются на идею direct and indirect connection between methods. То есть у нас есть в классе есть методы, каждый метод может с другим методом быть либо напрямую, либо не напрямую, либо direct, либо indirect, иметь с ним связь. Вот нам нужно понять, что это такое, и дальше метрики легко будут посчитаны. Давайте посмотрим на примере. Наш класс Rectangle, мы с ним уже встречались на прошлой лекции. В этом классе Rectangle есть 4 атрибута: ширина, высота, координаты x, y. Дальше у него есть методы. Первый метод area, move, resize. И я вот здесь немножко заменил метод. У нас в прошлый раз был метод tall, а здесь теперь метод fit. Он сравнивает ширину и координаты и показывает, может ли этот объект поместиться где-то слева на координатной сетке. Не суть важно. Нам сейчас функционал этого класса совершенно не интересен. Нам важно, что мы видим в этом классе 4 метода и 4 атрибута. И первое, что мы определяем, это максимальное возможное количество связей между методами. Всего, если у нас 4 метода, то их можно, максимальное количество связей, посчитать как n умножить на n-1, поделить на 2, и мы получим максимальное количество методов, максимальное количество связей между ними. Максимальное количество пар этих n методов. И в данном случае это цифра 6. У нас всего 6 возможных связей. То есть area может быть связан с move может быть связан с resize и так далее, и так далее. То есть всего этих связей, если мы их на графе изобразим, все эти методы
в виде узлов графа, то всего стрелочек между этими узлами, не стрелочек, а связи, потому что такие это не directional связи, а non-directional. То есть нас направление связи не интересует. Интересует только наличие связи, либо ее отсутствие. Так вот, этих ребер графа будет 6. Дальше мы считаем количество связанных. Количество directly connected методов. Метод будет directly connected, они назвали эту переменную NDC, если оба метода обращаются к одной и той же, хотя бы к одной и той же, к одному и тому же атрибуту. Например, метод area и fit. Area обращается к W и fit обращается к W. Поэтому area и fit, они directly connected. Дальше area plus resize, move fit и resize fit. То есть всего у нас, если я не ошибся, то всего у нас 4 directly connected методов. Методы, которые, они их называют directly connected, потому что они работают с одной и той же, с одним и тем же атрибутом, с одной и той же переменной. Я просто, наверное, неправильно называть это переменными. Атрибут или field класса. Indirectly connected. Что такое indirectly connected? Indirectly означает, что метод некий m1, если, допустим, мы обозначим его связь с m2 и обозначим m2 связь с неким m3, то мы сможем сказать, что m1, он indirectly connected с m3. Если существует, ну понятно, если существует некий путь directly connected методов, через который мы можем добраться от метода слева к методу справа. То есть вот эти два факта, два directly connected метода приводят нам к факту номер 3, говорящему о том, что m1 indirectly connected с методом m3. И вот мы считаем здесь, сколько этих indirectly connected. Смотрите, area и move, они indirectly connected. Почему? Потому что area connected с fit, а fit connected с move. То есть я могу от area добраться к move через цепочку этих directly connected методов. Вот, в общем-то, две цифры, NDC и NIC 4,2. И дальше мы считаем две метрики. Метрика первая называется Tight Class Cohesion, TCC, Tight Class Cohesion. Здесь мы измеряем делим количество directly connected методов на общее число и получаем цифру 0,66. Чем эта цифра выше, тем очевидно, что класс будет более cohesive. То есть если все методы между собой directly connected, если все 6 связей присутствуют, если все 4 наших метода, которые в классе, они все обращаются так или иначе, то есть наличие каждого из них, ну, не знаю, слово обусловлено здесь, наверное, не подойдет, но каждая пара методов, она жить не то, что жить друг без друга не может, но они, я даже не знаю точно, как здесь объяснить семантику этой идеи. Ну, наверное, речь о том, что они между собой, они должны там быть, потому что они все используют какую-то часть, даже не какую-то часть, а они все, потому что мы можем вполне себе представить, я сейчас просто немножко фантазирую, мы себе можем вполне себе представить, вот, допустим, у нас есть два метода, и они обращаются к какой-то одной переменной x, и у нас есть какие-то еще метод какой-то, он обращается к переменной y. Так вот, в этом случае у нас будет эти два метода, они connected, эти больше не connected. То есть в этом случае мы получим, а потенциальных коннекшенов у нас еще вот такой есть потенциальный и вот такой. То есть мы потеряли эти два коннекшена, они у нас отсутствуют, у нас есть только один, получится 1 к 3. То есть вот наш будет cohesiveness. А если же этот метод начнет обращаться к этой переменной, то у нас получится и это появится связь, и это появится связь. То есть, видимо, эта метрика говорит нам о том, что все методы, они так или иначе используют какую-то часть переменных. Что, наверное, так, что не существует вот этих вот зон, не существует этого зонирования внутри методов. Это та метрика, которую мы в прошлый раз разбирали, LCOM4, метрика LCOM4, она именно про это. Она нас призывала к тому, чтобы у нас не было таких зон ответственности, чтобы у нас не было группы методов, которые связаны только с одной частью атрибутов, и другой группы методов, связанных с другой частью атрибутов. И вот эта метрика TCC, она в том же направлении. Она тоже пытается подсветить этот факт и сделать его видимым, если вдруг появляются такие зоны, в которых
которые разделены, которые между собой никак не связаны. Их можно разбить. Если, допустим, этой связи нет, то тогда можно вполне себе класс разбить на две части и разделить его на это. У нас будет какой-то класс 1, а это будет класс 2. И они между собой никак не связаны. Вот наличие таких зон, оно, конечно, снижает cohesion. Вот, наверное, цифра 0,66 здесь, она говорит о том, что у нас 2/3 класса в одной зоне находится, а 1/3 класса, она не cohesive, ее можно убрать, ее можно вынести в другой класс. Вот, наверное, это главное. Ну и loose cohesion. Loose cohesion — метрика, которая, видимо, она индицирует, видите, она здесь складывает оба этих показателя и indirectly, и directly, то есть все связи, которые возможно, она их собирает вместе и по ним показывает, какой у нас объем этого cohesion, даже учитывая indirectly connected. То есть, допустим, мы в данном случае, в нашем примере слева на картинке, если будет у нас два метода и одна переменная x, и другой метод переменная y, то даже loose cohesion здесь будет низкий, потому что здесь у нас NIC будет нулю равен. Правильно? Здесь будет количество этих индиректных связей будет 0, NDC будет у нас равен всего лишь единичке, и, соответственно, LCC мы получим как равен будет TCC и равен будет 1/3. Вот. Но если появится какая-то индирект связь, здесь, наверное, на этом примере слева трудно представить индирект связь, но на примере с ректанглом мы видим этот индирект связь, и, в общем-то, эта LCC метрика, она нас выводит в цифру 1,0, что хорошо. То есть у обеих метрик, чем выше цифра, а она вся в интервале от 0 до единицы, то чем выше цифра, чем ближе она к единице, тем выше cohesion, тем плотнее этот класс устроен. Здесь он вроде бы идеален по метрике LCC, то есть мы приняли во внимание и такие более слабые связи. Ну а по метрике TCC он не совсем cohesive. Мы топчемся вокруг одной и той же идеи, как вы понимаете. Атрибуты и методы. Чем методы интенсивнее используют атрибуты, тем лучше. Отсюда мы делаем вывод для вас, для программистов, что программировать нужно так, чтобы в классе каждый атрибут, если он там присутствовал, то он нужен был в идеале всем методам. А если вы добавляете какой-то атрибут, который не нужен всем методам, допустим, у вас класс, который является DTO, например, знаете, что это такое? Data Transfer Object. Если у вас класс DTO, и в нем 10 атрибутов, и 10 геттеров, и 10 сеттеров, то вы понимаете, какой у вас там cohesion. Cohesion у вас там будет нулевой, если использовать эти метрики. Потому что все атрибуты, каждый атрибут будет нужен только одному методу. Каждый атрибут, ну или двум, get и set. Но если вы посчитаете через эти метрики, вы получите очень низкие цифры, нулевые цифры. И это будет говорить о том, что ваш класс, он экстремально не cohesive. То есть это нас еще раз подтверждает во много раз уже постулированную мысль о том, что data transfer objects и объекты, которые призваны только хранить данные, это неправильный объектно-ориентированный дизайн. И вот эти метрики, они в том числе говорят о том же самом. Потому что это класс, в котором лишь хранятся данные, но функционал отсутствует фактически. И эти все геттеры и сеттеры, они только усугубляют ситуацию. Если вы сделаете DTO и в нем будут только атрибуты, то, наверное, ваша метрика, не наверное, а точно метрика TCC и LCC будет равны. Ну, тут сложный вопрос, потому что 0 придется делить на 0, и либо это будет, можно это признать как единицу, либо это можно признать как 0. Либо как бесконечность, либо как 0. Ну, наверное, здесь я бы в сторону нуля склонился и сказал, что это тоже нулевой cohesiveness, потому что нет ни одного метода, то есть нет вообще функционала. И значит, наверное, это не класс вообще, а что-то другое. Это какая-то структура данных или это какой-то блок, не знаю, там какой-то associative array может быть это какая-то memory structure определенной формы, но не объект. То есть к этим сущностям применять объектно-ориентированные подходы дизайна, наверное, неправильно. Надо их переносить в какую-то категорию особую и говорить, что это структуры данных, и мы с ними работаем совершенно по-другому. То есть DTO — это вредная штука, если исходить из концепции структурированного объектного дизайна. И еще одна
цитата из этой же статьи, которую эти ребята предложили в 1995 году. Они говорят, что если класс designed такой вот ad hoc manner это именно тот самый наш класс знаменитый string-utils. Это тот самый ad hoc manner. Это значит, что ad hoc означает, что как получилось, как вот сложилась ситуация. Ad hoc это под ситуацию, по ситуации. И не в соответствии с дизайном, не в соответствии с определенной задумкой, не в соответствии с планом, который мы сначала хорошо продумали, а затем воплотили в жизнь. А мы делали по наитию, по ситуации. У нас был некий класс helpers, string-utils или может быть helpers, как может быть кто-то из вас видел или делал даже. И в этот класс helpers мы складываем все, что нам в голову придет, все, что нам нужно, все, что мы не знаем, куда положить, мы ad hoc помещаем в это место. И вот они говорят, что такие unrelated компоненты, они в этом классе присутствуют, будут присутствовать. И класс представляет таким образом значительно более чем один концепт. Я тут сказал значительно, ну не всегда это значительно, но в string-utils это точно значительно. Это будет набор концепций. И в Apache в библиотеках есть такие утилитные классы, в которых сотни этих методов, сотни, даже не десятки. И в Android SDK есть тоже такие классы, в которых огромное количество статических методов. И в Google библиотеках, в Guave, например, которым я пользуюсь, я на Java чаще всего пишу. И вижу эти классы, в которых просто действительно ad hoc дизайн, в которые сложили все. Да что там далеко ходить? Возьмите API для Amazon Web Services. Amazon Web Services, открываем их API на любом языке программирования, и там будут классы, в которых будут десятки, а иногда сотни методов, которые как-то, каким-то образом, казалось бы, связаны между собой. Но эту связь можно только на таком очень высоком абстрактном уровне проследить, потому что, в общем-то, все вещи между собой как-то связаны в этом мире. И можно сказать, string-utils там тоже составляющие этого утилитного класса, они между собой имеют какие-то связи. Они же работают со строками. И это, безусловно, дает нам повод утверждать, что эти элементы между собой имеют связь. Но связь это слишком слабая, связь это слишком не похожа на ту связь, которую мы ожидаем в объектно-ориентированном коде, когда действительно части между собой связаны. И последнее они говорят, да, и еще раз та же мысль, с которой в начале лекции я говорил, что если такой будет класс, в котором будет более чем один концепт, то этот класс does not model an entity. То есть этот класс, вспомните domain-driven design, я вам рассказал про два домена. Так вот этот класс, который string-utils, он не будет моделировать какую-то сущность. Моделировать. Вот это слово моделировать, оно и говорит, это глагол. Слово моделировать, оно говорит о том, что мы берем некую реальность, из домена реальности, из домена проблем, называется это проблем, потому что мы решаем проблемы, создавая какой-то софт. И начинаем моделировать эту реальность. То есть мы делаем в нашем программном коде то, что похоже на сущности реального мира. В реальном мире есть, движущийся автомобиль, а мы делаем некий объект, который называем его car. И у этого объекта car есть какие-то свойства. И мы примерно, какие свойства есть у автомобиля во внешнем мире, мы примерно теми же свойствами наделяем автомобиль в нашем программном коде. И если мы сделаем это некачественно, если мы сделаем это без плана, если у нас будет ad hoc дизайн, то мы получим вот эти вот программные сущности внутри программного кода, которые моделируют бестолково то, что было в домене проблем. И последнее, они предлагают этот cohesion value своих метрик считать, что если они меньше 0,5, то с этим классом какие-то проблемы. Вы можете делать в своем коде то же самое. Вы можете взять в своем программном продукте, внедрить эти метрики TCC, LCC и потребовать от всех программистов, чтобы они делали классы, у которых значение этой метрики будет всегда выше, чем 0,5. Таким образом, вы добьетесь определенного повышения качества программного кода. Безусловно, придется программистам каким-то образом избавиться от DTO, возможно, придется избавиться от ORM, Object Relational Mapping, наверное, вы слышали тоже об этом. Возможно, придется избавиться от MVC паттерна, тоже вы, наверное, об этом слышали. Мое видение объектно-ориентированного дизайна, и оно основывается на вот таких вот утверждениях, я считаю, что вот это все зло, вот эти все программные
парадигмы, которые были изобретены людьми за последние 20 лет, они все были изобретены в противоречие тем идеям, которые были предложены этими авторами структурированного дизайна. Но мы имеем, что имеем. Мы программируем активно с помощью этих DTC, ORM, DTO и так далее, всеми этими дизайн-паттернами, которые называются дизайн-паттерны, и таким образом вредим своему коду, как мне кажется. Еще одна мысль относительно Cohesion, я вам покажу, перейдем больше к нескольким примерам. Стив МакКоннелл, мы уже разбирали его книгу, по-моему, в прошлой или позапрошлой лекции, и книга, которую вы обязательно должны прочитать, мне кажется, это вообще Библия любого профессионального программиста, хотя она и достаточно старая, ей уже 20 лет, но за эти 20 лет ничего не поменялось в программировании, мы по-прежнему теми же идеями воодушевлены, и ее стоит прочесть, очень легко написано, понятно, она очень практична, много примеров кода из нее, можно взять и понять, как писать код. Так вот, опять же, та же мысль, он говорит, что Cohesion говорит нам о том, как близко между собой все routines, это методы, функции в классе, или все коды внутри рутин поддерживают, этой процедуры, поддерживают центральную идею, central purpose, даже не центральную идею, а центральную миссию, центральную задачу того класса, который мы моделируем. Если все они там находятся для того, чтобы класс существовал, значит, класс будет focused, он будет фокус на одной идее. И теперь самое интересное, идея абстракции и cohesion, они очень близко связаны. И про абстракцию мы сейчас поговорим. Абстракция это, перед тем, как мы поговорим про абстракцию, давайте на этой мысли здесь остановимся, перед тем, как пойти дальше. Вот он нас, так сказать, мотивирует и предлагает нам связать strong cohesion и good abstraction. То есть, если у нас есть good abstraction, то мы получим strong cohesion. И сейчас мы обсудим, что такое good abstraction. И еще раз повторюсь, еще раз обратите внимание на domain driven design. Идея не нова, она появилась, по-моему, позже, чем даже эта книга, но она, тем не менее, закрепила этот принцип. В ней, в этой идее domain driven design было сказано, что мы разделяем все на две составляющие и начинаем моделировать реальный мир. Так вот, когда мы его моделируем, мы делаем good абстракции, мы делаем хорошие абстракции. То есть мы находим что-то из реального мира, а потом создаем хорошую абстракцию. Что такое хорошую, сейчас обсудим. И если у нас все классы внутри нашего кода хорошо являются хорошими абстракциями, нехорошо написаны, нехорошо работают, нехорошо протестированы, нехорошо продокументированы, это все не об этом, а являются хорошими абстракциями. То есть, допустим, в классе car, машина, не будет метода send report to the user. Или не будет метода, я даже не знаю, какой может метод к машине не принадлежать. Ну, допустим, не будет метода deduct money from user account. То есть там не будет того, что не принадлежит к машине, того, что не соответствует той сущности реального мира, которую мы пытаемся смоделировать. То есть там будет все только то, что действительно касается автомобиля, действительно касается его функционала. И теперь вам картинку расскажу, что такое абстракция. Как делать эти хорошие абстракции или вообще о чем они. Это слайд я взял из моего курса, который я читал в другом университете в этом же году, чуть раньше, где я рассказывал об объектно-ориентированном программировании. И показывал о более объектно-ориентированном программировании, такое название у курса, где мы обсуждали, как писать объектно-ориентированный код, моделировать его, дизайнить его, даже не столько писать, не столько имплементировать, собственно, код, а строить дизайн классов и соединять их между собой, решать, какой класс должен что делать. Это самые тяжелые решения, на мой взгляд, в объектно-ориентированном программировании. И, наверное, не только в объектно-ориентированном. Это решения, касающиеся разделения всего кода, который нам необходимо написать, на составляющие, на блоки, на модули, которые между собой будут обмениваться данными. И чем мы это разделение сделаем лучше, тем точнее оно будет построено, чем лучше оно будет моделировать предметную область, тем дольше проживет эта система. И думать о том, как разбить наш продукт на составляющие, мы должны долго, мы должны максимально внимательно, мы должны этому уделять большое количество времени.
У меня иногда бывает так, что я над именем класса могу думать полдня. Вот как назвать класс? Какое правильное имя выбрать для класса? Это занимает у меня большое количество времени. Действительно, иногда полдня уходит на то, чтобы придумать, как же назвать этот класс. И я понимаю, что если мне тяжело его назвать, если у меня не получается с первой пробы, если у меня не получается это сделать за несколько минут, значит что-то не так с дизайном этого класса. Значит, я неправильно моделирую предметную область, проблемную область. Трачу на это время, и мне это время не жалко тратить. Я понимаю, что я инвестирую в жизненный цикл этого всего программного продукта. Чем больше я буду инвестировать в это, в продумывание этих абстракций, тем лучше у меня получится в итоге программный продукт. Что такое абстракция? В простых словах. Вот представьте себе, что вы программист, который только начинающий, совсем начинающий программист. Как бы я вам это объяснил? Яблоко возьмем на картинке слева. Мы знаем об этом яблоке, мы люди, которые сталкиваются с яблоком в реальной жизни. Мы в реальном жизни, в проблемном, в домене проблем, проблемный домен, наверное, неправильно перевод, в домене проблем, мы знаем об этом яблоке очень много. Мы знаем его цвет, мы знаем его вес, мы знаем его цену, мы знаем его сорт, мы знаем его вкус, мы знаем, чье это яблоко, мы знаем, какой возраст у этого яблока, мы знаем, из какого сада это яблоко, мы знаем, в каком магазине оно продается. Много у него есть свойств. Мы все эти свойства не можем смоделировать, мы не можем их все описать или все использовать внутри нашего программного кода. Мы должны сузить их объем. Мы должны выбрать только те свойства, которые действительно нам нужны. И мы выбираем 3. То есть вот эти 3 свойства являются абстракцией реального предмета. Абстракция — это уменьшенный объем свойств, который достаточен для понимания, о чем идет речь. То есть мне для понимания, что речь идет о яблоке, тут, конечно, не сказано, что это яблоко, но если мы добавим еще одно свойство, а именно добавим еще имя класса, то если мы возьмем первое — это имя класса, второе — это цвет, третье — это вес и четвертое — это цена, то этого достаточно программисту для того, чтобы смоделировать поведение яблока. Допустим, в этой системе. Но если мы, допустим, работаем с системой, которая торгует яблоками, то, наверное, нам хотелось бы добавить еще свойство номер 4, в котором мы скажем, в каком магазине это яблоко продается. И тогда, может быть, свойство номер 2 можно будет удалить, потому что цвет нам будет не так важен. Нам будет важен вес, чтобы можно было считать его вес и транспортировку обеспечивать. И нам нужно будет, наверное, свойство вместо номер 2 мы поставим другое свойство и скажем его, например, shop, в котором это яблоко продается. Вот наличие этих свойств и их количество и является абстракцией реального мира. Абстракция — это сужение, абстракция — это уменьшение количества реальных свойств, доведение их до необходимого минимума, который хватит человеку. Так вот, если вы этот список свойств сделаете слишком большим или слишком маленьким, то у вас получится плохая абстракция. Я вам сказал, что должны быть good abstraction. И не только я это сказал, это не я сказал, это Стивен сказал. Good abstraction. Вот нам нужен good abstraction. Что это такое good abstraction? Это тот, в котором необходимое и достаточное количество свойств. И не слишком много, не слишком мало. Если вы смоделируете яблоко, и в нем будет 20 свойств, то это будет затруднять программирование. Будет лишнее. Будет непонятно, зачем вы так много требуете от программиста хранить в этом несчастном яблоке, если ему действительно нужен только вес и цена. А вы туда складываете еще и лишние компоненты, касающиеся его производителя, его возраста, его способа доставки. Все это лишнее. А вспомните, как реально происходит у вас в программных проектах и как часто вы видите классы, в которых все. К вам приходит какой-то JSON условно через API, и в этом JSON все находится. В этом JSON лежит масса информации, 40 полей одновременно. И эти все 40 полей это является неправильной абстракцией. Если к вам приезжает JSON через Web API, и в этом JSON 40 полей, которые вас не касаются, вы их не спрашивали. Вы запросили через Web API, просто скажите мне информацию о файле. И к вам 40 разных полей прилетело. Это пример плохой абстракции. Они слишком широко сделали. Они дали вам все, что они знали. Это как про яблоко. Я вам рассказал про яблоко все, что вы знали. Вам не нужно это. Вам достаточно всего 2 элементов. И наоборот, когда слишком мало, когда вы, допустим, имеете, тоже в программировании, пытаюсь представить себе этот пример, когда абстракция слишком узкая. Ну, например,
Ну, например, операции с файлом. Вы открываете файл, и количество операций, которые вам доступно, допустим, при работе с файлом, это открыл-закрыл. Но нам нужно еще и длину узнать его, нам нужно еще и записать туда, прочитать. Обычно все эти операции лежат в каких-то разных местах. У нас в одном месте операция открытия файла, в другом месте у нас операция закрытия файла, в третьем чтение, в четвертом запись, в пятом нужно посчитать длину его, в четвертом месте мы его удаляем. И вот вспомните, как вы в своих языках программирования, в своих фреймворках работаете с файлами. Всегда это вопрос, где найти то место, где файл можно удалить, а где место, где удаляется директорий. Это еще какое-то третье место. А где место, где удаляется директорий рекурсивно? Это еще какое-то новое место. И мы каждый раз идем в какое-то новое место, чтобы найти тот функционал, который нам нужен. Это плохая абстракция. Она слишком узкая. Люди слишком сузили ее. Они сделали только для открытия файлов, место для открытия файлов. Один единственный метод, он называется open. И вот мы его открываем. Ну, это такой дизайн юниксовый. Он тогда не было у них ООП никакого, у них не было классов. Но хоть все равно они могли как-то подумать, мне кажется, лучше. Они все равно могли как-то сгруппировать и сделать так, чтобы я через одну какую-то структуру, концепцию, место получал доступ к операциям с файлами. Но это, к сожалению, не так сделано. И более того, мы повторяем это. Если вы возьмете Java дизайн, то вы увидите, что операции с файлами, они тоже так же размазаны по разным местам. Где-то есть какой-то файл input stream, который читает файловый контент. Здесь в совершенно другом месте находится удаление файла. И совершенно в каком-то 8-м месте находится удаление директория рекурсивно. Абстракция неправильная. В реальном мире я имею файл. В домене проблем у меня просто файл. И с этим файлом я хочу делать все операции. Я не хочу идти в разные 8 мест и с каждым из них делать что-то. И каждому из них объяснять, что на самом деле у меня есть файл. Пожалуйста, сделай мне что-то с ним. Это неудобно, это неправильно, это bad abstraction. И которую мы, как я говорю, мы повторяем. Допустим, Linux сделал, как он сделал. Давайте его простим, потому что он делал это 50 лет назад, и тогда еще, может быть, структурный дизайн, люди еще не очень точно понимали, о чем идет речь. Им нужно было просто как-то сделать, им нужно было просто открывать файлы, поэтому вот вам открытие, вот вам закрытие, и на этом все, давайте скорее запустим. Наверное, они спешили сделать это поскорее, запустить, они пробовали, это окей. Мы их прощаем. Но Java это свежий язык программирования. Это язык, который создавался, когда уже была известна идея этого структурного дизайна. Всем было понятно, о чем идет речь. И тем не менее мы сделали вот такую неразбериху с этими управлением файлом. Люди не понимали, что такое good abstraction. Они, наверное, не читали книгу Стивена МакКоннелла, создатели JDK. Ну, я тут, конечно, утрирую, критикую их, но тем не менее, что-то в этом, какая-то в этом... Доля правды в этом есть. Ну и справа картинка с файлом. Давайте продолжим эту абстракцию. Допустим, файл. Ну, я, наверное, многое об этом уже рассказал. Но файл это тоже какая-то сущность из домена проблем. И, например, это уже мой код, это JavaScript. И в этом JavaScript мы можем смоделировать файл на диске. Вот я его моделирую. У меня есть некий путь, то, что я о нем хочу знать. У меня есть операция чтения, у меня есть операция записи. Это более-менее удобная абстракция. Да, здесь нет операции удаления и нет операции получения его длины, но можно эти сюда добавить. Вот сюда еще. Это будут операции с файлом. Таким образом, я делаю то, что программисту нужно знать. Программисту нужно уметь и знать, уметь что-то делать с файлом и знать что-то о нем. Это моя абстракция вокруг этого файла. То есть реальный файл где-то там, мы не знаем, я многое о нем не знаю. Вот, допустим, глядя на эту абстракцию, я не знаю, какая у него длина. Эта информация от меня скрыта. Так же, как от меня скрыт магазин, где это яблоко было продано, или, например, тот сад, в котором яблоко было выращено. Также от меня скрыта его длина. И это решение сделал программист, это решение продуманное. Когда для меня формулировали эту абстракцию, автор ее заложил туда эту идею и сказал, вы не должны знать об этом. И вы, как дизайнеры кода, вы должны понимать, что в этом во многом и заключается ваша роль. Ограничивать программиста. Не давать ему все возможности работы с этим файлом или с яблоком, или с тем, что вы описываете, допустим, с квадратом на экране, с кружочком на какой-то компьютерной игре, с элементом данных, например, в базе данных. Вы не должны давать программисту все. Это неправильный дизайн, это будет ваш неправильный принцип, если вы будете ему следовать. Типа программисту нужно дать все возможности, открыть ему весь функционал, дать ему возможность пользоваться любыми функциями. И когда к вам приходит запрос от программиста, сидящего за соседним столом, и он вас спрашивает, а почему я не могу вот из класса такого-то получить еще длину? Вот он придет ко мне и спросит, а длина где?
Вот вы мне дал абстракцию файла, тут есть чтение и запись, а длина где? В большинстве случаев вы должны отказывать ему. В большинстве случаев вы должны говорить, что длина не предусмотрена в этой абстракции. Должна быть какая-то другая абстракция. Я его, допустим, сделаю какой-то более сложный файл. Допустим, сделаю декоратор вокруг этого файла, который будет уже и про длину знать. Но в этой абстракции я решил, что она такая вот closed. То есть мы ее не расширяем, мы ее не даем ей возможности разрастаться и уметь слишком многое. Вы должны держать это под контролем. Вы не должны быть таким добреньким в этом отношении и считать, что, ну, конечно, если ему нужно, конечно, мы дадим возможность, и удалять можно будет, и длину получать, и отправлять на другой компьютер, и сохранять, и все делать. У вас должна быть какая-то идея, почему такая абстракция присутствует в вашем коде. Почему вы именно так описали это яблоко. Почему именно эти три свойства. И когда нужны другие, то вернитесь к тому моменту, когда вы это придумывали. Вернитесь на начало. Когда вы видите, что от вас требуют большего, значит какой-то дефект в дизайне, значит что-то вы не продумали в начале. Вернитесь на ту точку, когда вы полдня сочиняете имя для этого класса. И в этот момент подумайте снова, как же он должен называться, какая это должна быть абстракция. Она у меня good или она у меня так себе. Понятно про абстракцию? Это очень важная концепция в объектно-ориентированном программировании. Вы должны ей уделять максимум внимания. Программирование это вторично. Написание алгоритмов это вторично. Имплементация кода это вторично. Тестирование его это вторично. Все это вторично. Вы можете быть очень хорошим программистом, у вас может получаться очень хороший код, быстрый. Вы можете уметь хорошо в алгоритмах разбираться, вы можете быстро знать, как данные оптимизировать, как их хранить в структурах данных, но при этом не понимать, что такое абстракция, и разделять это все, не уметь разделить ваш код на составляющие. И грош вам цена в таком случае. Вы будете проблемным программистом. Вы будете вместо того, чтобы делать хорошо для команды, вы будете делать плохо. Вы будете только вредить программному продукту. Потому что вы будете создавать код, причем не понимая, что вы совершаете ошибку, вы будете писать код, который другие будут плохо понимать и злиться на вас, и в итоге вы будете только терять баллы и очки в команде. Думайте о структуре больше и поменьше о... Вторую фразу забираю, вторую часть фразы. Не надо думать поменьше собственно, об алгоритмах. Они тоже очень важны, но сначала абстракция. Абстракция это первое. Значит, вот такая мысль. Я хотел дальше пройти, акцентировать внимание на мысли, которые из той же статьи. Те же авторы, та же статья, там же, где они предложили эти свои метрики TCC и LCC, они сказали вот что. Они вообще эту статью писали не для того, чтобы предложить эти метрики, что интересно. Они эту статью писали для того, чтобы проанализировать, как inheritance связан с cohesion. Что такое inheritance, вы знаете, да? Это наследование. Это когда один класс наследует, такая стрелочка у нас в UML есть, другой класс его наследует. Этот класс можно назвать такой parent класс, а это child класс. Допустим, это у нас класс называется условно animal, а этот класс называется cat. Вот cat, он наследует свойства класса animal. Такая парадигма в объектно-ориентированном программировании, такая идея. Они решили посмотреть, а не будет ли, если мы поставим этот класс animal, а рядом с ним поставим класс cat, и давайте сравним эти все классы, и давайте возьмем много очень классов, которые как-то связаны между собой, и давайте посчитаем cohesion здесь и cohesion здесь, средний. Вот в среднем, какой у нас будет cohesion у классов, которые наследуются, и какой будет cohesion у классов, которые наследуют в среднем. Они взяли какое-то там количество тысяч классов в какой-то одной C++ системе. И им было интересно. Для того, чтобы посчитать это, они решили взять вот эти метрики TCC и LCC. Не LCOM. Они написали в статье, почему LCOM им не подходит. Они решили придумать свои. Они их придумали, и у них получилось такой двойной contribution этой статьи. Первый contribution они сделали, они нам дали метрики, которые мы можем использовать дальше, уже спустя 20 лет. А второй, они сделали интересный вывод. Этот интересный вывод они описали в таком коротком conclusion. Они сказали, что их результаты показывают, что классы, которые heavily reused через inheritance, то есть вот эти ребята, те, которые наверху, они показывают ниже cohesion. То есть у тех, кого наследуют, у них cohesion ниже. А значит, наверное, это они не говорят в своей статье, это я вам говорю, а может быть вообще как inheritance это вредная штука.
наследования в объектно-ориентированном программировании. Мы сейчас к этой мысли придем, но вот из этой статьи, может быть, можно такой сделать вывод. И дальше они говорят, мы ожидали, что интересно, мы ожидали найти, что большинство reused классов будут более cohesive. То есть они ожидали обратного эффекта. Это они в статье признают. Они начинали, интересный кейс, они начинали статью с определенной гипотезы, они думали, что будет наоборот, но когда они провели эксперименты, они увидели, что нет, как раз не подтвердилась гипотеза, а подтвердилось обратное утверждение. И вы в своих статьях можете прийти к чему-то подобному. Вы можете начинать с одной гипотезы, но когда вы закончите эксперименты, вы увидите, что гипотеза не подтверждается. И оказывается, что все наоборот. Это тоже интересно, статья вполне себе публикуема. И тот вывод, который они сделали, в итоге мы на него можем опираться, потому что он, мне, по крайней мере, он моим убеждениям, он помогает, он соответствует тому, во что я верю. А я верю в то, что inheritance это штука вредная. И не только я, и многие другие. Вот посмотрите на цифры, которые они получили. Смотрите, это снизу, допустим, возьмем вот этот график первый. Снизу количество дочерних классов, то есть классов, которые в этой диаграмме внизу. Допустим, у нас какой-то класс, условно, и от него вот эти вот child классы его наследуют. 1, 2, 3. Так вот, если у нас этих children'ов будет 0, zero, вот цифра 0, то средний, там это у них средний, да, min, то средний, min это, ну да, тут у нас медиана, здесь у них средний. Так вот, средний будет 0, там, в общем, вы видите, он выше. Как только количество этих дочерних классов увеличивается, 1, 9, 10, 29 и больше 29, видите, что интересно, они сгруппировали на такие интервалы, разбили на интервалы, везде у них одинаковые интервалы, как вы видите. И в этих интервалах показали нам среднее значение этой метрики TCC. Таким образом показали, доказали, ну не то что доказали, но экспериментально показали. Здесь о доказательственной речь не идет, потому что мы понимаем, что они все равно провели эксперимент на ограниченном количестве классов. Если я, допустим, сейчас повторю такой эксперимент на другом наборе классов, например, возьму Java код, и возьму Java код, написанный не в 1995 году, как они это делали, а возьму код, написанный сейчас, в этом году, то, возможно, я увижу другие цифры. Поэтому здесь нет речи о доказательстве. Речь идет просто о таком эмпирическом анализе. Они посмотрели, что у них тогда в 1995 году в C++ коде, причем в каком-то конкретном продукте, как эта вся картинка выглядела. И вот мы видим такие цифры, что по двум метрикам, и первая, и вторая, здесь метрика LCC, здесь метрика TCC, то есть по обеим метрикам они показывают такую деградацию. Показывают, что чем больше вас наследуют, условно говоря, чем больше, если вы класс, а вас наследует все больше и больше других классов, то вы начинаете терять cohesion. Ваше качество деградирует. Почему это происходит? Они не дают анализ, они не объясняют почему, но мы можем сами подумать, почему это происходит. И я вам предлагаю такую статью, которую я написал в 2016 году. Они в 95-м, я в 2016-м, через 10 лет после их анализа. Я предложил на своем блоге, написал статью, где я рассказываю, что inheritance это code reuse. Обратите внимание, я пишу статью code reuse, и они говорят, что это reuse. То есть одно и то же слово используется. Reuse. Мы переиспользуем. Мы что-то написали, а потом в дочернем классе мы переиспользуем код, который сверху. И, видимо, логично, что если код, который там находится сверху, его начинают переиспользовать многие, то рано или поздно эти многие начинают требовать все больше и большего удобства от переиспользования кода. Начинают этот класс растаскивать на части, говорить, а мне нужно, чтобы там была еще вот такая функциональность. А другой, который переиспользует, говорит, а мне нужна еще вот такая. И каждый из них с этими запросами на переиспользование начинает, поскольку он имеет возможность, он же его переиспользует не через интерфейс, а напрямую забирая этот класс к себе. То есть вот посмотрите пример слева кода. У нас есть, допустим, класс manuscript некий, и мы создаем класс article. Ну, manuscript сверху, вот он manuscript, есть класс manuscript, и от него, опять же, UML-ная такая стрелочка, и от него класс article. Так вот, этот класс article, фактически его дизайн, он выглядит вот так. Манускрипт здесь, article здесь. Он как бы включает его внутрь себя. Он не использует его, как он бы мог его использовать, вызывая методы этого манускрипта, а он его прям вкладывает в себя. В этом идея inheritance. Ну, такого implementation inheritance. Важно понимать, что есть implementation inheritance, а есть subtyping. Вот про subtyping мы сейчас не говорим, потому что эту стрелочку ее рисуют и для subtyping тоже. Но это другая история. Мы сейчас говорим про implementation inheritance. Когда класс написан,
но он не закрыт. То есть его можно целиком к себе скопировать. Это такой copy-paste получается. Но мы не хотим copy-paste делать. Мы не хотим брать код там находящийся и вставлять его внутрь себя. А мы хотим его вот таким вот удобным линком, таким, который существует, например, в Java через слово extends. Вот мы хотим это слово extends использовать и через него сделать copy-paste. И когда мы начинаем copy-paste делать во многие места, то рано или поздно, как говорит нам этот анализ этих ученых, показывает, что, видимо, начинает происходить деградация качества того, кого реюзают. И это не только я говорю, если вы посмотрите этот блог, эту статью на блоге, там много ссылок на статьи, которые до меня еще были написаны, где говорилось то же самое, что inheritance, он, может быть, не совсем под таким углом, как я это представляю, но про то, что inheritance это зло, об этом много пишут. И есть замена этому решению, называется composition over inheritance. То есть предлагается вместо inheritance делать composition. Что имеется в виду? То есть как нам все-таки делать этот reuse? Как делать так, чтобы мы написанный уже код этого манускрипта, допустим, мы его в классе article тоже могли использовать. Для этого делается композиция. Вот слева код, который вы уже видели, там, где этот, собственно, article вкладывает в себя манускрипт, то есть они выглядят вот так. А справа код, где article инкапсулирует манускрипт. То есть здесь нету слова extends. Если здесь вы видите слово extends справа, то здесь слово extends отсутствует. Его нет. Мы его инкапсулируем и в конструкторе передаем его внутрь. В конструкторе этот манускрипт к нам попадает, и мы его сохраняем во внутренний атрибут манускрипт. И дальше, и фактически дизайн этого класса выглядит таким образом. У нас есть тот же article, но он изнутри обращается к классу манускрипт. Да, это все вместе как бы один article, можно сказать это так. Что вот это на самом деле article, да? Но это функционал article, а это функционал манускрипт. И они между собой значительно менее coupled, менее связаны. И получается кохизивность вот этого вот несчастного манускрипта, который, в общем-то, и страдает, вот его кохизивность, она во втором случае, вот здесь, она будет выше. Его будут меньше с ним проводить такие манипуляции, которые приводят к тяжелым последствиям. Вот так интересно получилось. Люди делали метрики, они хотели, точнее не так, люди хотели, представляете, что получилось? Люди хотели показать, что inheritance, ну я так понимаю, возможно был такой, я не знаю точно на самом деле, как это происходило, но предположим, что они хотели показать, что inheritance это очень правильный подход, который обеспечивает нам cohesion этого класса. Потому что чем его чаще, ну такая интуиция может существовать, чем чаще вас используют, тем вы становитесь более и более, так сказать, ваша абстракция становится более и более точной. Более и более good abstraction, потому что у вас много пользователей, они каждый приходит с каким-то запросом, и вы, чтобы удовлетворить всех, вы должны сужать, вроде бы, казалось бы, вы должны быть такой более точной абстракцией, потому что иначе вас использовать не будут. Если вы становитесь абстракцией такой широкой и размытой, то вас начинают использовать, по идее, реже. Такое, может быть такая интуиция. Но люди запустили анализ, они решили, давайте все-таки проверим это на цифрах, а так ли это. И когда они стали работать над этим, они подумали, нам LCOM 4 не подходит, потому что она там, по каким-то параметрам их не устраивала. Можно почитать статью, они объясняют почему. И они предложили свои метрики. Ввели эти свои метрики, посчитали и увидели, как все наоборот. И опубликовали. И в итоге мы получили два интересных оттуда вывода. Два ценных contribution. Первое это, собственно, вывод про inheritance, второе это метрики. Так, здесь я вижу комментарий, давайте я на него отвечу. Комментарий такой. Можно контролировать через наличие конструктора у родителя, чтобы все дети по-разному определяли значения полей и получится как интерфейс на поля. Ну, я не очень понял точно, как это будет работать, но, наверное, я бы советовал, моя общая такая рекомендация, это всегда перед классом вот здесь вставлять слово final. Если вы всегда, вот все ваши классы должны быть final. Если вы будете дизайнить ваши классы как final, то вы технически запретите использование слова extends. Его просто никто не сможет использовать, потому что final класс, он по определению не годится для наследования. Вы полностью уберете механизм наследования из вашей программы. Я думаю, что это, я не использую extends в большинстве
в большинстве своих программ вообще не используют этот экстензив. Все мои классы по умолчанию final. Если они не final, то тогда они абстракт. Если вы хотите, чтобы ваш класс был доступен для наследования, тогда определяйте его как абстракт. Но понимаете, к чему это будет приводить. Понимаете, что вы будете в итоге снижать cohesion. Вы идете по дороге, начинаете идти по дороге, которая вас будет приводить к снижению cohesion. То есть размытие абстракции. Потери этого контура абстракции и выход из этого контура начнут вываливаться всевозможные утилитные методы, всевозможные вспомогательные методы. Вы потеряете в итоге контроль над вашей абстракцией. А этот контроль, он очень важен. Вы должны уметь, снова по кругу идем, вы должны уметь эти абстракции определять и их контур держать максимально жестко, максимально четко. Здесь вам, наверное, еще могут помочь интерфейсы. Есть такой механизм в Java, через интерфейсы можно программировать. Я тоже большой сторонник этого метода, когда мы для каждого класса, каждый класс у нас должен быть, вот у нас есть какой-то манускрипт, у нас есть сначала интерфейс манускрипт, потом от него есть имплементация этого манускрипта, манускрипт implementation, потом у нас есть некий article, который тоже, например, он не имплементирует интерфейс, он какой-то другой. И вот article, он ожидает, что у него будет интерфейс, у него будет доступ, он будет работать с интерфейсом манускрипта, он будет работать с кем-то, кто имплементирует этот тип. Интерфейс, тип — это одно и то же. То есть он будет ожидать, что с ним на контакте находится имплементация интерфейса манускрипт. А уже сама имплементация интерфейса манускрипта, она будет отдельно. То есть article про нее знать не будет. Никакой связи вот такой существовать не будет вообще. Он работает только с интерфейсом. Это еще более усилит вашу уверенность в том, что ваши абстракции правильные. Потому что когда вы делаете интерфейс, вот этот класс, когда вы будете, не класс, а интерфейс, когда вы будете его дизайнить, вы совершенно абстрагируетесь, слово опять абстракцию использую, вы совершенно игнорируете имплементацию, вы игнорируете то, как это будет работать. Вы только смотрите на очень небольшой объем кода, это обычно одна страница, когда вы определяете интерфейс, и вы в нем пишете, какой у него будет функционал, какой у него будет его поверхность, что ли, класса. Это какие методы будут на поверхности лежать, каким методом будет иметь возможность другие все классы обращаться. И тут у вас очень правильный будет фокус на том, что вы делаете. Вы будете думать только об абстракции. Вы не будете думать о том, как это работает. Вы думаете о том, как это будут использовать и что будут видеть люди другие, что будут другие классы видеть. И это очень помогает не потеряться в дизайне. Когда вы начинаете дизайнить, у вас сначала несколько классов и более-менее все понятно. Но когда их количество увеличивается и интерфейсов совсем нет, то трудно понять, где же эта поверхность класса. Вы открываете каждый файл с классом, а там 300 строк кода. И в этих 300 строчках трудно разобраться, а то ли я имел в виду, а та ли у меня абстракция в руках. А действительно ли это по-прежнему еще манускрипт или по-прежнему article, или это может быть уже car, или может быть это уже немножко string utils. То есть не ушел ли я в сторону. А когда у вас все в интерфейсах, если еще более того, если все интерфейсы выделены в отдельный пакет, например, или какое-то в отдельное место, где они лежат только они, и каждый из них очень небольшой по размеру, каждый из них это файл из 40-50 строчек, а то и меньше. Если даже убрать документацию, то это может быть вообще 10 строчек. И вот каждый класс это у нас 10 строк, 5-10 строк, в которых написано исключительно то, что делает эта сущность. И когда вы смотрите на все эти классы, на все эти интерфейсы, точнее, вы понимаете модель, которую вы построили, как вы смоделировали реальный мир. И вам это становится значительно удобнее так смотреть на это решение, чем если бы вы разбирались с десятком или сотней уже имплементированных решений. А так у вас всегда модель отдельно, модель лежит в стороне. Я даже рекомендовал бы это делать в виде таких отдельных пакетов. Например, если вы в Java программируете, то чтобы это были пакет под интерфейс, пакет под модель. Вот вы смоделировали реальный мир в своем новом пакете. Когда вы создаете программу, вы делаете отдельный пакет, и в этом пакете у вас будет лежать 10 файлов, они все интерфейсы. И каждый интерфейс имеет там 3, 4, 5, может быть, максимум методов. Вы на это все целиком смотрите, у вас все это умещается в голове. Вы все это одним взглядом можете за короткое время, за 10 минут полностью все увидеть. А потом вы уже переходите в раздел имплементации. И каждый класс, который имплементируется, он, во-первых, final,
обязательно. И он обязательно имеет слово implements. Это все про Java сейчас речь идет. Кто не в Java программирует, ну там что-то похожее. В C++ что-то похожее, в C# тоже похоже. Слово implements, то есть каждый класс имплементирует интерфейс. Каждый класс соответствует, является имплементацией элемента из модели. Элемента из вот этого, так сказать, из скелета программ. И тогда вы не выйдете за границу, потому что для того, чтобы вам выйти за ту абстракцию, которую вы планировали, вам нужно будет сделать изменения в двух местах. Допустим, к вам приходит запрос, и вы делаете новый функционал, вы заходите видите, что нужно добавить какой-то метод, который сейчас отсутствует, вы добавляете его, и вам нужно его же добавить в модель, потому что у вас имплемент, и вы хотите, чтобы они соответствовали. То есть, чтобы классы, там же как происходит, вот этот abstraction, этот article, например, он ожидает, что в этом m будет какой-то метод foo, например. Вот этот метод, давайте не foo, тут уже места у нас нет, давайте сделаем вот так. Какой-то метод там f. Вот он ожидает, что этот метод f тут будет присутствовать. Он здесь должен присутствовать и здесь должен присутствовать. Они должны быть в двух местах. То есть вот этот метод f, он, во-первых, здесь, во-вторых, здесь. Если вы в будущем захотите, чтобы ваш article вдруг использовал какой-то метод там x, то вам этот x нужно будет добавить и сюда первое, и сюда второе. В два места. И когда вы будете добавлять его, этот f, в модель, то вы зададитесь вопросом, а подходит ли он сюда? Потому что у вас будет модель перед глазами, у вас будет маленький интерфейс перед глазами, в нем будет 4 метода на текущий момент, вы добавляете 5. Вы посмотрите и подумаете, а нужен ли здесь этот 5, а по-прежнему ли это все cohesive, по-прежнему ли этот метод 5, который мы добавляем, он belongs в эту модель, то есть он ей действительно не принадлежит, а он действительно ей, он сюда подходит. Вот так. Слово belong, наверное, так бы я здесь перевел. То есть он действительно подходит под эту модель. И во многих случаях ответ будет нет, не подходит. Иногда будет да, он сюда нужен. Но часто вы будете задаваться вопросом. Вы будете возвращаться на ту самую точку, когда мы полдня думаем над тем, как назвать интерфейс. То есть имплементация вторичная, ее легче сделать. Имплементация, она все-таки следует за дизайном, она следует за вот этой вот моделью, за этими интерфейсами, которые между собой должны как-то совпадать, что ли, как-то сожительствовать. Они должны быть вместе друг с другом. Ну вот такая вам мысль относительно Cohesion. Cohesion, видите, напрямую связан с inheritance, и он вот эту идею compositional inheritance он поддерживает. Он показывает нам, что inheritance это зло. Но еще раз, не путайте с сабтайпингом. Есть такой другой совершенно механизм, сабтайпинг. Это когда интерфейс наследует интерфейс. Это когда мы имеем, допустим, например, вам что-нибудь из Java, например, у нас есть input stream. Это тип. И есть, если я не ошибаюсь, это тоже тип. Допустим, если бы это был тип, например, файл input stream. Но, по-моему, это не тип, а класс. Так что я, наверное, ошибся здесь. Но я даже не знаю, в Java, может быть, есть такие примеры активного сабтайпинга. А уже отсюда мы создаем инстанс этого класса. То есть здесь мы говорим, что наш класс, уже какой-то реальный файл input stream, ну, допустим, какой-нибудь там temp файл. Так вот этот temp файл, они вот так наследуются. Но в этом случае и это у нас интерфейс, и это у нас интерфейс, и только это у нас класс. Вот это сабтайпинг. То есть мы просто смоделировали сначала input stream. Потом говорим, в этой модели чего-то не хватает. Мы хотим смоделировать что-то, что наследует ее свойства, что ведет себя так же, но еще добавляются какие-то дополнительные свойства. И мы моделируем что-то новое, но мы пока ничего не имплементируем. Мы не копируем, мы не делаем copy-paste, мы не копируем функционал, мы не копируем функции, которые там заимплементированы. Нет, мы только говорим, что вот кошка, она похожа на animal, а тигр похож на кошку, а полосатый тигр похож на тигра, а полосатый тигр, живущий где-нибудь в уссурийской тайге, похож на просто полосатого тигра. А вот полосатый тигр, которого мы видели вчера, он похож и так далее. То есть мы уточняем. И уже в конце, последний,
Мы говорим, окей, а этот полосатый тигр, которого мы вчера видели, ну-ка, давайте его, допустим, там, взвесим его, посчитаем его вес. Или посчитаем его возраст. Вот это расчет веса и расчет возраста, это уже функционал. Но все свойства мы сначала наследовали, их делали сабтайпинг. То есть уточняли его тип, то есть кто он такой. Его поведение, но мы его пока еще не имплементировали, только моделировали. Вот это моделирование такое многоуровневое, такое последовательно уточняющее, это сабтайпинг, он прям замечательно ложится в объектно-ориентированное программирование. Без него вообще жизни, наверное, не будет, потому что весь полиморфизм, он основан на типах, основан на этом сабтайпинге. Если бы у нас типов не было, у нас не было бы полиморфизма, и мы бы имели бы совсем не такое объектно-ориентированное программирование, как мы имеем. Мы еще как-нибудь об этом с вами поговорим. Ну и завершая, я вам скажу, что я попытался найти инструменты, которые работают с этими двумя метриками. Я ничего не нашел, к сожалению. Я не знаю, какие инструменты для языков программирования. Единственное, что я нашел для Java, это причем наш инструмент, который мы сделали несколько лет назад. И совместно с вашим университетом, кстати, и самостоятельно над этим работали. В общем, мы сделали такой инструмент, который считает разные метрики cohesion. Разные. Там в том числе LCOM, там в том числе TCC, LCC, еще там десяток метрик, разных метрик cohesion. Вот. Остальное я не нашел. Это, кстати, вам интересная, так сказать, территория для создания чего-то своего. Если вы пишете, например, на Python, то сделайте open-source библиотеку, которая открывает класс, считает по нему метрик TCC, LCC. И, например, если эта цифра меньше, чем 0.5, то она raise exception и build становится красного цвета. Будет очень полезная метрика для continuous integration систем. Люди смогут ее использовать, добавлять свой билд. И она будет просто проверять этот cohesion классов. И если он меньше 0.5, можно настраиваемую эту цифру сделать. Меньше 0.8, 0.5, меньше единицы, допустим. И наш билд fail, и мы дальше не проходим. В общем, это то, как работают системы continuous integration, то, как они должны работать. Все метрики, которые мы обсуждаем с вами на нашем курсе, они все могут быть использованы для систем continuous integration, сборки continuous. Мы хотим, чтобы программисты, вернусь к мысли, с которой мы начали эту лекцию, мы хотим, чтобы программиста что-то заставляло писать качественный код. Сам по себе программист этого делать не будет. Я как программист с большим опытом программирования знаю и вам могу о себе сказать. Окей, давайте, может быть, я генерализирую на всех, но я по себе сужу, что программист пишет хорошо только когда его что-то заставляет. И лучше, если его заставляет не человек, а заставляет инструмент, как заставляет какой-то робот. Потому что когда меня заставляет человек, это всегда очень субъективно. И я понимаю, что здесь эмоциональная какие-то компоненты есть, какие-то личностные факторы, какие-то субъективный взгляд все-таки присутствует. Но когда передо мной робот, который мне смотрит на мой код и говорит, что здесь здесь метрика слишком высокая, здесь она слишком низкая, а здесь мне в такой-то строчке нужно ее переформатировать, то я с радостью учусь и с радостью это исправляю. Если, конечно, эти комментарии не слишком трудоемкие, если меня не заставляют сделать то, чего стоит мне больше значительно, чем стоимость самой задачи. Хотя иногда так бывает. Иногда сама имплементация функционала она занимает 10 минут, а сделать потом, чтобы прошел весь continuous integration и все тесты прошли, занимает еще 2 часа. И это неплохо, это хорошо. Так должно быть, я считаю. Особенно в проектах, которые уже более взрослые. Особенно тех, где мы уже имеем много кода и давно его разрабатываем. Должны быть такие инструменты наказания программиста за его ошибки. И мы учимся на этом. Мы учимся таким образом, потому что эти роботы, они аккумулируют в себе знания, накопленные человечеством. Вот это, допустим, эта метрика. Ее создали люди, которые значительно лучше, чем мы с вами, разбираются в программировании. И они нам эти свои знания передают, но не через статью, которую мы прочитаем и забудем, а через цифру. И они говорят, вот меньше 0,5, вот это их знания, которые они до нас доносят. Они говорят, ставьте меньше 0,5. Мы уже подумали, мы уже решили, мы уже в этом уверены. У нас уже есть на это обоснование. Мы провели исследование. Вы только пользуйтесь этим.